Думаю, что многие из вас испытывали это чувство. Радость от работы сменилась разочарованием, общение с друзьями ушло на второй план. Возможно, вы отдалились от семьи и оправдываете это тем, что нужно зарабатывать деньги. Говоря простыми словами, вы ощущаете, что потеряли вкус к жизни. Для дизайнеров эта проблема стоит особенно остро, по многим причинам, о которых я сейчас расскажу. Особенно для тех, кто работает в агентствах. Это видео про эмоциональное выгорание дизайнеров и как с ним бороться. И особенно оно будет полезно начинающим, ведь первая стадия выгорания – это эйфория и радость от новой работы. Я работал с дизайнерами, которые были состоявшимися и востребованными специалистами, но при этом забили на себя и не испытывали никакой радости от работы. Какие факторы способствуют наступлению эмоционального выгорания? В первую очередь, это очень высокая степень неопределенности в работе. Неважно, что это, небольшая задача на создание баннера, промо-сайт или дизайн макетов для стартапа. Например, дизайнер сайтов, работающий в продакшене, получает очень красивую картинку от креативного агентства. Она уже утверждена клиентом. Креативное агентство, участвуя в тендере, старалось сделать все очень-очень креативно, не думая о технических ограничениях. Например, на сайте у нас будет дополнительная реальность, пользователь будет управлять танком, ездить по вашему магазину, а потом из танка выскочит персонаж и будет отвечать на вопросы пользователя. При этом на задачу нет бюджета, и достается она самому обычному дизайнеру сайтов. Дизайнер оказывается между двух стульев, ведь с одной стороны есть креативная идея, утвержденная клиентом, а с другой технические ограничения. Не даст тебе никто 3D-моделлера для создания персонажа, и тем более никто не будет снимать живого человека в рамках этого бюджета. Второе – это неопределенность, когда неизвестно, когда же все это кончится. Очень часто, особенно на биржах, заказчики ищут самых дешевых исполнителей, надеясь поднять их работу на более высокий уровень своими комментариями. Такие клиенты сами не профессионалы и не знают, как улучшить работу. Они пробуют руками дизайнера разные варианты, в надежде, что получится как-то лучше. При этом стоимость проекта уже оговорена, и вашу дополнительную работу не оплатят. Третий фактор – это когда вы не можете на что-то влиять, то есть вы являетесь простым исполнителем. У дизайнеров это может быть связано с отсутствием прямого доступа к клиенту и возможностью презентовать ему свою работу. Особенно это заметно в небольших агентствах. Менеджер получил задачу, совсем согласился, осметил и передает дизайнеру. Чаще всего просто цитируя клиента. У нас это называется проксить. Четвертое – это когда вы отдаете гораздо больше, чем получаете. Например, вы очень хороший дизайнер и сидите с утра до ночи, рисуете сайты, а получаете в 5 раз меньше, чем менеджер, перепродающий размещение баннеров в рекламных сетях. Их зарплаты понятны. Ни для кого уже не секрет, что крутые креативные студии вроде Red Cats выживали именно за счет отдела размещения баннеров, а креативный отдел работал в минус. Представьте, как чувствовали себя эти ребята. Еще один фактор, который способствует наступлению эмоционального выгорания, это когда вы очень много общаетесь, либо несете ответственность за других людей. В хороших студиях этот фактор сведен к минимуму. Дизайнеры сидят в отдельных помещениях, в полумраке, а вся коммуникация происходит письменно. И даже не в мессенджерах, а по почте или в специальных таск-менеджерах. В студиях попроще этот процесс не налажен. Менеджеры могут прибегать каждые 10 минут, как это было на моей первой работе. Менеджер берет кофе, булочку и идет к дизайнерам поработать. Следующий фактор – это когда все время очень высокие ставки. Каждое ваше новое действие закончится поражением или победой. Это более характерно для спортсменов или бизнесменов, но у дизайнеров тоже такое бывает. Особенно это касается тех дизайнеров, кто занимается печатной продукцией. Клиент не может понять, какой оттенок цвета у него фирменный, и если дизайнер ошибется, тираж отправится под нож и все придется перепечатывать. Седьмой фактор, который способствует наступлению эмоционального выгорания, это когда вам приходится прикидываться кем-то, кем вы не являетесь на самом деле. Или вам так кажется. Есть даже такое когнитивное искажение – эффект Даннинга-Крюгера, когда начинающие специалисты не способны осознавать свои ошибки, что приводит к их завышенному мнению о себе. И напротив, топовые специалисты склонны занижать оценку своих способностей, считая других более компетентными. Дальше. Какие типы личности более склонны к выгоранию? Прежде всего, это трудоголики. Они уже изначально не видят вокруг себя ничего, кроме работы, и у них возникает от этой работы зависимость.
Это перфекционисты, а большинство дизайнеров именно перфекционисты. Они недовольны обычным нормальным результатом. Как обычно начинается новая задача? Да тут мы всех порвем, сделаем самый лучший дизайн. Либо я хочу невероятное портфолио, на которое будут отзываться все работодатели. И дайте мне хотя бы годик, и я буду готов к своей первой работе. Также к выгоранию склонны и одаренные люди. Когда дизайнер талантлив и все ему говорят, что компания держится только на тебе и к нему выстраиваются очереди, и человек сам объективно понимает, что он лучший, его самооценка и смысл жизни естественно привязывается к успеху в работе. Эмоциональное выгорание имеет 4 основные стадии. Первая, как это ни странно, эйфория от новой задачи, когда работа вас захватывает полностью. Вы чувствуете кураж, задор, энтузиазм и зависимость. Свою первую работу в агентстве я искал несколько месяцев. На тот год еще выпал экономический кризис, и всех непрофильных специалистов сокращали, дизайнеры не были востребованы. Поэтому, когда меня приняли, я был очень горд собой. Мое рабочее место было в переговорке, я работал на личном ноутбуке, но я работал на Nestlé. И каждая новая задача вызывала у меня прилив сил, бодрости и энергии. Я чувствовал себя полезным и хотел делать все больше и больше. Первое время я даже не обедал. Ну как можно обедать, когда такие важные задачи? Я стал брать работу на выходные. Моя зарплата росла каждый месяц, и со временем мне дали и хороший компьютер, и нормальное рабочее место. Я делал рекламные макеты для крупного клиента. И выходя после работы в магазин, я видел свою работу в жизни, а мои баннеры были на главной Яндекса. И осознание того, что мои макеты видят сотни тысяч людей, вызывало во мне неописуемый восторг. Теперь я понимаю, что придавал избыточную важность этой работе. Самый главный способ выйти из выгорания первой стадии – это менять свои убеждения. Например, на том свете отдохнешь, или я должен работать, без меня ничего не получится, или то, чем я занимаюсь, это очень важно, это цель всей моей жизни. Второй способ – это помнить, что кроме работы есть еще несколько очень важных сфер жизни. На первой стадии идет очень большой перекос в сторону работы, и вы совершенно забываете про здоровье, отдых, хобби, саморазвитие, друзей и семью. Надо прямо записывать в свой график задачи, не связанные с работой. Мои коллеги, которые успешно справлялись с выгоранием, обязательно что-то кроме работы делали. Кто-то учился, кто-то ходил в бассейн или качалку, а несколько человек каждый день репетировали со своей музыкальной группой, и даже один собирал стадионы. Следующая стадия выгорания – усталость. Уже на первой стадии вы начинаете испытывать острый стресс, который постепенно переходит в хронический. Вы начинаете бежать марафонскую дистанцию со скоростью спринта и, конечно, быстро выдыхаетесь. На второй стадии эмоционального выгорания самое главное средство лечения – это отдых. Психологи говорят, что отдыхать надо правильно, ничего не делая. То есть вариант заняться саморазвитием, подучить английский, почитать книжку тут уже не подходит. Нужно что-то более существенное. Поехать в отпуск, например, в Азию, сходить в горы или хотя бы в лес. Например, дизайн-директор Mail.ru отправляется на пару недель в дом отдыха, к себе на родину, в Беларусь. Это такой старый советский дом отдыха, где из развлечений только шахматы, но такой отдых его восстанавливает. Если вы работаете на бирже и отвечаете на входящие, очень важно делать это по графику. Например, с 9 утра до 7 вечера. Для дизайнеров-фрилансеров это очень сложно, ведь к фрилансеру обращаются в самый последний момент, когда стало ясно, что внутренними силами компания уже не справится. Третья стадия – это уже истощение, но пока обратимое. Что происходит на этой стадии? Те люди, которые склонны к депрессии, впадают в депрессию. В одном агентстве я работал с дизайнером предпечатной подготовки, который находился именно на этой стадии. Он не обедал, да и толком не ужинал. Ложился спать пораньше и очень рано вставал, и начинал каждый свой день с рюмочки водки. Работа припресника в рекламном агентстве невероятно стрессовая, ведь клиент может до последнего вносить правки, а типография ждать не будет. И естественно, что этого специалиста уговаривают работать на ночь глядя. Конца и края этой работе не видно, и ни на что он повлиять не может. В данном случае дизайнер придумал хитрость. На работу он приходил пораньше и уходил пораньше. Заканчивается рабочий день, менеджеры приходят его уговаривать еще немного поработать, а его уже нет. Идея отличная, но с выгоранием он справиться не смог. На третьей стадии никакой отдых уже не поможет, тут нужен так называемый sabbatical. Это такой длительный отпуск на неопределенное время. По закону на него могут рассчитывать только учителя после 10-летнего непрерывного стажа. Все остальные могут его брать только за свой счет.
Если вы не можете позволить себе такой отдых, пожалейте себя, не доводите себя до этой стадии. Я еще раз напомню, в самом начале, когда вы чувствуете эйфорию от работы, придумывайте себе другие дела, прям заставляйте себя отдыхать. Ну и четвертая стадия эмоционального выгорания – это уже необратимое истощение. Вы теряете всякий смысл в работе и начинаете ее ненавидеть. С вами происходят всякие профдеформации. Дизайнеры начинают искать висячие предлоги в текстах и смотрят на каждое приложение с точки зрения UX. Дополнительный клик на сайте вызывает неистовую бомбежку. На этой стадии, к сожалению, уже ничего не остается, кроме как сменить профессию. А как все прекрасно начиналось. Я дизайнер, я делаю полезные сервисы для людей, дизайн спасет мир. И потом все это заканчивается полнейшей физической, эмоциональной и психической деградацией. В конце надо сделать какой-то вывод. Если вы трудоголик и у вас возникают эмоциональные выгорания, это все от того, что вы слишком сильно любите свою работу. Вы должны понимать, что работа – это только часть вашей жизни. Друзья, если вам понравилось это видео, кидайте ссылку на него дизайнерам, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Всем пока!